Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Евгений Копатько на связи прямо сейчас, известный украинский социолог. Евгений Эдуардович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Евгений Эдуардович, конечно, ажиотаж жуткий вокруг Стамбула. Зеленский прилетает в Анкару, говорит, будет встреча с Эрдоганом, смотрит, что там за делегация. Говорит, бутафорская от Российской Федерации. Мы обсудим там делегацию Российской Федерации и вообще ситуацию в Стамбуле. Ну, то есть, получается какая-то очень такая, ну вот на поверхности, очень такая скабрезная интрижка. То есть, приезжает Зеленский в Анкару, встречается с Эрдоганом, говорит, Путина нет, в общем, Трамп заявляет из Катара, говорит, так о чем там будет, меня там нет, да, но если что, я могу завтра заскочить, а что будет завтра, вообще непонятно, зависит от того, что будет сегодня. То есть мы понимаем, да, у Эрдогана очень такая, тоже надо отдать должное, четкая, понятная позиция. Значит так, мы вот сейчас готовимся к встрече с Зеленским, мы будем требовать прекращения огня и начала переговоров. Все. Без всяких, скажем так, в одну сторону, в другую сторону. И пресса вся пишет наперебой, что смотрите, вот сейчас будет решаться, будут ли переговоры в Стамбуле-2 в этом формате. Как вы видите эту диспозицию, да, что из себя представляет по состоянию на момент нашего с вами разговора позиции украинской стороны и российской? И есть ли вообще шанс на возобновление какого-то разговора по сути в формате Стамбул-2? Ну, давайте так. Наверное, для меня сегодня самая ключевая фраза – это фраза Трампа. Ну, зачем Путину ехать туда, если там нет меня? То есть она, по сути дела, перечеркивает многие действия, которые сделал Зеленский, просто их обнуляет. Ну, это первое, это так, навскидку. С другой стороны, Александр, давайте так, мы сейчас с вами спокойно говорим. Я не вижу сейчас поддаваться этому ажиотажу. Мы много уже, как говорится, посмотрели кое-что в этой жизни. Вот когда создается такой белый шум, такая суета, никому не нужная, непонятная, и информационные вбросы то здесь, то там, то я думаю, что просто можно попытаться стать над ситуацией. Немного я понимаю, что есть личные отношения, безусловно, что все это не так линейно и не просто, но тем не менее давайте попробуем все-таки абстрагироваться, во всяком случае, хотя бы потому, что мы не можем влиять сейчас никак на эти процессы. Он, как и я, как и вы, и как многие люди, которые нас знают, которые знаем мы, они пытаются тоже понять и посмотреть, что же будет дальше в этой ситуации. Пока я вижу картина следующая. Вот это вот много шума, она, на мой взгляд, это создано не, скажем, не российской стороной, даже не американской. То есть мне кажется, вот этот градус подогрел Зеленский, потому что на сегодняшний день, как-то он думал, что это его дипломатический успех, но подчеркиваю еще, на мой взгляд, я говорю, это моя частная точка зрения, фраза Трампа, что там не делать, что Путину делать, если нет меня. То есть, понимаете, они обозначили точно, вот эта фраза обозначает, кто главные игроки этой истории. Теперь о Турции. Долго, несколько месяцев, я так смотрю, особенно после сирийских событий, когда ушел Асад, и, собственно, которого вынудили, скажем так, уйти за довольно короткий промежуток времени. Плюс события когда несколько дней назад рабочая партия Курдистана, в общем-то, сложила оружие, во всяком случае, заявила об этом. То есть он сейчас находится на подъеме и на коне. А с другой стороны, у нас прервались отношения в России. И я так понимаю, что у Украины тоже там были какая-то на паузе или, во всяком случае, на высшем уровне не так часто они общались в этом плане. Но не суть важно. Во всяком случае, у России была пауза в отношениях с Турцией, и ее, собственно, не реанимировал, на мой взгляд, все-таки Трамп, потому что он вел переговоры с Эрдоганом, обозначил свою позицию как-то комплементарное отношение, причем без каких-то ультимативных форм. Вот, я на это обратил внимание в разговоре. Это был такой, паритетный, можно сказать, разговор. И у Эрдогана... Хотя фон создали очень интересный с арестом мэра Стамбула. То есть абсолютно. Мы тоже должны это учитывать. Протесты, Пикачу, вот эти всякие джокеры. Согласен. Все по этому, по лекалам. Да. Согласен, но с другой стороны складывается такая ситуация, что, смотрите, у Эрдогана есть на сегодняшний взгляд, во всяком случае, успехи политические есть, я считаю, что он, собственно, укрепил свою позицию на Ближнем Востоке. Я полагаю, что, возможно, это ситуативно, потому что не все далеко понятно.
Там есть много точек напряжения, в конце концов, не блестящая ситуация с экономикой Турции. Но не об этом сейчас, не о Турции. То есть я говорю о том, что Трамп, собственно, по большому, на мой взгляд, вернул Эрдогана вот в этот переговорный процесс, потому что и в России, и на Украине говорили очень много относительно того, что Стамбула-2 не будет, если вы помните, еще месяца 2 назад. Правда ведь? И тут оно все случается, и получается, складывается такая ситуация, что Зеленский приезжает, я буду ждать Путина. Хотя, знаете, нарезка сейчас идет, знаете, рукописи еще не горят. Вот сделали там и в России, где-то на Западе, там высказывание, по-моему, в линеечку 5 высказываний Зеленского относительно того, что никаких переговоров не будет, что ничего не будет, а потом оговорка, что я готов ехать. И тут сразу выходит другая информация, что принято решение, что никаких переговоров с Россией вести нельзя, это законодательно запрещено. Потом несколько дней назад, я просто хронологию повторяю, несколько дней назад Зеленский сказал, что он имеет право, остальные не имеют. А теперь получается, что другие имеют право, но приехали же ведь другие персонажи, правильно ведь? Этого процесса. То есть на самом деле я полагаю, что сейчас много будет казуистики, как вы абсолютно правильно вначале сказали, много суеты, но факт остается фактом. Приехала российская делегация, там находятся американцы, есть на высоком уровне встреча будет Эрдогана и Зеленского, рядом находится Трамп. Вот такая вот картина маслом на сегодняшний день. А дальше вот мы с вами можем, как вы правильно сказали, в режиме нон-стоп смотреть, какие шаги. Значит, следующий этап, наверное, это заявление, что они будут делать после переговоров Зеленского и Трампа. То есть обычно, знаете, вбросов много, а мы фантазировать с вами не привыкли. Но если вы задаете вопрос относительно, как будет ситуация развиваться, я полагаю, что сейчас у Зеленского более уязвимая позиция относительно шагов и действий. Потому что, да, он может отказаться от переговоров, от перемирия, но вопрос заключается в том, какие будут следующие шаги у Соединенных Штатов. И, я не знаю, подключатся сюда западные союзники, которые демонстрировали ему свою поддержку. Я имею в виду Британия, Германия, Франция и в какой-то степени Польша. То есть до конца мне непонятный. Либо они автономны, либо они с американцами, либо они сами, они сами по себе не могут на самом деле. Они либо с европейцами, либо с американцами могут воздействовать. Хотя интерес для Украины у них, я так понимаю, что усиливается, и там тоже движение у Польши есть, особенно перед выборами 17 мая. Поэтому как-то так, картина маслом. Поэтому будем мы за процессом наблюдать. Я вижу пока оптимизма, да, еще если делать какой-то промежуточный вывод, несмотря на ситуацию, я не вижу, в принципе, пока особого оптимизма, потому что сейчас речь идет не о переговорах, а, скорее всего, о более удобной позиции и создании напряжения, прежде всего, для реальных переговоров, потому что перемирие Россию не устроит, это очевидно, потому что Россия, споткнувшись о Стамбул, собственно, об этом споткнулся весь мир. Давайте вещи своими именами называть. То есть парафированные соглашения были отменены решением третьей стороны, скажем так. Если мы проанализируем вообще этот сам Стамбул, это же очень системная, вот российскую сторону давайте как бы подумаем, да, то есть системная и понятная, очень символичная игра. Значит, действительно, Зеленского перечеркнули, вот прям перечеркнули слова Трампа, и не только слова Трампа, даже на таком низшем уровне его позиция просто вот эта вот вся игра, Путин приезжает, ты боишься, ты меня боишься, ты вообще всего боишься. Значит, по поводу приезда Путина мы поговорим. Это тоже очень важно, потому что The Times пишет, например, да, о том, что, смотрите, то есть, а почему бы и нет, может и приедет в пятницу, а может и так, а может и нет. Но давайте попробуем понять позицию российской стороны. Это вот четко дата 15 число, когда закончился Стамбул предыдущий. Это Мединский во главе группы. Это плюс еще участники, которые тоже принимали участие вот в том процессе 3 года назад. Насколько это выигрышная позиция со стороны Российской Федерации? Потому что для Украины это, конечно, провал и неприемлемо, безусловно. Но почему Россия настаивает на стамбульских принципах спустя 3 года вот такой войны? Знаете, для меня тоже, я пытаюсь размышлять
на эту тему. Скажу следующее, что для России тоже был невыгоден. Вот если взять российские выступления российских политиков, там, экспертов, журналистов, они говорили, что нам неприемлем ни Минск-3, ни Стамбул-2. То есть это было довольно долго. Кстати, и на Украине то же самое говорили. Нам Стамбул не нужен. Потому что на самом деле там был, это символическое имеет значение, Стамбул, потому что там были парафированы договоренности, которые, в принципе, устраивали украинскую сторону. Вот если исходить из логики, которую демонстрирует Россия и предлагает российская политическая элита, те, которые занимались этим процессом. В этом есть своя логика. С ней отчасти, насколько я так понимаю, согласны американцы, потому что они говорят, что у России тоже есть какой-то запрос, какой-то интерес. Но опять-таки есть сейчас оговорка очень серьезная с учетом, об этом, по-моему, Ушаков сказал, помощник президента Российской Федерации, что с учетом ситуации на земле, ну то есть реальной ситуации. Поэтому да, Россию, на мой взгляд, вынудили вернуться вот к этим стамбульским договоренностям. Мы не зря в начале нашего с вами диалога говорили о том, что Трамп достаточно серьезно общался с Эрдоганом, и Эрдоган вернулся, хотя у России наблюдалось какое-то охлаждение последние месяцы отношений между Турцией и Россией, то он вернулся, условно говоря, вот в этот переговорный процесс. И Россия сделала, на мой взгляд, достаточно грамотный шаг, потому что, ну хорошо, раз вы считаете в ультимативной форме, что мы должны вернуться, иначе там будут санкции, или иначе будет какое-то не очень хорошее политическое решение, все, но мы возвращаемся тогда к Стамбулу-1. Я полагаю, что это, в этом случае эта ситуация вполне оправдана и продумана. То есть, да, Россия пошла таким образом на уступки. Мы вернулись в Стамбул, говорят россияне, вот, Украина, да, и плюс еще заявление Зеленского, что на фоне того, что целых 5 выступлений или сколько их было больше, что никаких переговоров с Россией быть не может. И тут меняется в течение суток позиция, и он говорит, что я готов встречаться лично. Но и тут говорит Трамп, с тобой лично никто встречаться не будет. То есть вот такая картина масла. То есть на самом деле для России сейчас, да, это имеет символическое значение, если вот финализировать ответ на ваш вопрос. И для России сейчас эта позиция появляется более внятной, потому что парафированные договоренности Стамбула-1. Об этом говорил Арахамия. То есть мы с вами вообще сейчас не о русской пропаганде, не об американской пропаганде. Мы о том, что говорят источники и то, как они оценивают эту ситуацию, в частности, даже с украинской стороны. Война как будет завершаться, если все-таки процесс пойдет? Вот опять-таки, я еще раз... Многие зрители, когда увидят наш с вами разговор, они уже будут знать примерные результаты. Ну, хотя бы, будет или не будет срыв. То есть это видео выходит после встречи Эрдогана и Зеленского, где Зеленский может принять решение: делегация бутафорская российская, мы ждем только Путина, все, ничего не будет. Да? И этих делегатов украинских, там Ермак, Сибига, Умеров, да, и плюс еще эксперты, их Жовква, там, в общем, их развернут, и, в общем, все сорвется. И приедет, сядет за стол российская делегация, все пофотографируют этот дворец в Стамбуле, что только приехали они. Картинка ужасающая с точки зрения стремления к миру. Это будет сразу же минус, потому что Зеленский же заявлял 2 или 3 раза за эти дни последние: Украина готова к любому формату переговоров. Ну вот вам любой формат. То есть делегация и делегация. То есть срыв будет или не будет? И какие варианты тогда из этого развилки вот этой? Да? Если будет срыв, как закончится война? Если срыва не будет и зайдут в какой-то процесс? Ну, я думаю, что вопрос об окончании войны вообще на самом деле не идет в данный момент. Вы абсолютно правильно сказали, Александр, что вот точкой вот каких-то дальнейших дальнейших решений будет это итог разговора Эрдогана и Зеленского. Но о чем я думаю, что очень просто Зеленскому отказаться не получится от формата. Вы тоже абсолютно правы в том, что здесь любой формат будет важен. Даже, заметьте, российская делегация сейчас не говорит о том, что там это нелегитимно, незаконно. Ну, понимаете, законодательно Украина не может вести переговоры. Хотя Зеленский сказал, что президентский уровень позволяет это как бы реализовать. Но бог с ним, закрыли глаза и на это получается, то есть в этой ситуации. Ему просто очень сложно будет отказаться, потому что фраза Трампа относительно того, если меня там нет, то и Путину что там делать. То есть тем самым, собственно, все претензии Зеленского удалены. Я уже 3-й раз это повторяю, потому что не то, что это какая-то сакральная фраза, просто она меняет логику.
то есть которую предложила украинская сторона. Все. Вопрос действительно, насколько, как они будут выходить из этой ситуации. Сейчас речь не идет о прекращении войны, Александр. Вот есть вот то, что я вижу на сегодняшний момент. Скорее всего, это точка входа в переговорный процесс, если так, как принято говорить сейчас. Вот здесь пока, наверное, рассматривается, которая наименее уязвима для Украины. Но, на мой взгляд, сейчас в этом случае для нее очень много уязвимых позиций, включая ситуацию на фронте, которая есть, отношения, скажем, с Соединенными Штатами, но они довольно сложные, потому что, еще раз говорю, мы с вами в каком-то из эфиров, в крайнем эфире, когда мы с вами говорили, говорю, наверное, не российская пропаганда столько негатива говорила в адрес Зеленского, сколько западная, включая британскую, которая вроде считается их вековыми союзниками, потому что договор на 100 лет. Да? То есть столько некомплиментарных высказываний в адрес самого Зеленского и украинской власти, но в концентрированном виде не было ни у кого. Поэтому можно просто брать и цитировать любого политика в том ключе, который очень будет выгоден. Но мы же тоже этим с вами заниматься не будем. Мы просто с вами констатируем, что есть очень серьезный фон. С другой стороны, я приведу примеры относительно общего настроя к переговорному процессу. Сейчас вышли два больших глобальных мировых исследования. Одно из них Ипсос, а второе Ассоциация демократии, там вообще в 100 странах провели. И вот, пока я на Ипсос акцентирую внимание на Ипсосе, скажу следующее, что все равно, хотя оптимизм стал чуть больше, это в апреле месяце относительно возможных переговоров и окончания войны, но тем не менее 50% опрошенных совокупно в этих странах полагают, что конфликт в 2025 году не закончится. То есть это в какой-то степени отражение такого общего информационного фона, потому что по большому счету население многих стран, им в принципе не важно, что происходит на Украине, даже в той же Европе, там при всем, как говорится, терроризме для нашей ситуации, то есть, для них это очень далеко, и вот человек может посмотреть, как индо-пакистанский конфликт был, да, это какая-то картинка, я опять-таки не обижаю никого, я просто говорю, как порой идет восприятие событий, в которых ты не принимаешь прямого участия, поэтому это естественный процесс, это не хорошо, не плохо. Поэтому я думаю, сейчас речь идет не о завершении конфликта, о возможностях для переговоров. И пока у Украины, мне кажется, вот это возможности для, скажем так, паритетного вхождения в переговоры, пока их существенно меньше на сегодняшний момент. Не знаю, может быть, после встречи с Эрдоганом, может быть, какое-то еще эпатажное заявление Трампа будет. Но тут другая картина. Я позволю себе небольшое лирическое отступление в связи с этими глобальными исследованиями. Просто обратил внимание, что и об этом сейчас разгоняется в западных, и в России это тоже на это обратили внимание. Но на Западе разгоняется такая результат исследования, что Китай впервые за сколько года исследований обошел Соединенные Штаты по популярности. И это пишут уже британцы, американские источники, хотя эта информация вышла чуть раньше, они с некоторым опозданием, уже переварив, наверное, или переосмыслив часть, акцентируют на это внимание. Я скажу, что это тоже для Соединенных Штатов такой сигнал, что не все шаги, не все слова могут восприниматься как угроза или как руководство к действию, согласитесь, правда ведь? С другой стороны, даже та же Канада, с которой в 2024 году, я об этом уже и говорил, и просто обращал внимание экспертов, что более 50% канадцев в конце 2024 года положительно относились к Америке в связи с заявлениями о 51-м штате и так далее. В конце апреля 2025 года к Соединенным Штатам 19% канадцев относятся позитивно. То есть, и я просто говорю о том, что и к самым Соединенным Штатам изменилось отношение. Больше стало недоверие к любым заявлениям сейчас президента Трампа. Тоже можно, не знаю, будут игнорировать или нет, но пока в нашем случае это актуально. Его фраза, которая, значит, что если нет меня, то зачем там быть Путину? Это прежде всего, наверное, обращение, к Зеленскому больше, я так думаю. Вот здесь оно имеет вес. Может ли оно как-то обойти этот такой словесный пассаж? Я не готов сказать. Я думаю, может быть, что-то они придумают с Эрдоганом. Тем более, действительно, обратили внимание люди, которые занимаются этим вопросом, что Эрдоган считается стороной переговоров. Да, это интересная такая поправка. Не посредник, а сторона переговоров. И учитывая, что Турция, в принципе, находится на стороне Украины. То есть, пытаясь еще какое-то время, они пытались делать какие-то реверансы в сторону России или это, и потом как-то произошло такое дистанцирование, но тем не менее сейчас мы будем рассматривать, что может быть часть функций переговорщика переданы Турции.
Вот это мое видение, может быть. Это такие разговоры со Штатами. Возможно, это будет в два этапа. Возможно, они находятся в режиме прямого взаимодействия, потому что, может быть, и у Трампа понимает, что ситуация с голословными заявлениями, она не совсем хороша. А с другой стороны, еще что же было заявление буквально там сколько, час назад мы с вами тоже мониторим ситуацию о том, что опять Америка победила в войне, и что там погибли, что американцы выиграли в этом плане. Если в глобальном ключе, то да, американцы получили наибольшее количество дивидендов после Второй мировой войны. Ну и преференции тоже. Вот. И цена вопроса была другая, не так, как у Советского Союза, наследниками которого мы являемся вместе с вами. С другой стороны, я хочу сказать, что сейчас, наверное, может быть, пришло время, чтобы американцам осторожнее высказываться, потому что это не воспринимается даже на Западе. То есть монопольно говорить о том, что Соединенные Штаты выиграли войну, хотя историки и те люди, кто понимает и разбирается в этой теме, понимают, что 70% усилий на войне это было на Германо-Советском фронте или Советско-Германском фронте. Вот это как бы нужно понимать, это база. Человеческих 70% ресурсов, материальных, и вот все усилия, которые были, 2/3 ресурсов, даже больше, это были сосредоточены именно на вот этой линии фронта, которая решала задачи. И ни в коем случае, причем советская историография при всех там моментах все-таки с уважением всегда относились к борьбе с союзниками. Сейчас просто эту тему аннулировали, и в данном случае Соединенные Штаты вот эти символические вещи о победе во Второй мировой войне, они не добавляют, скажем, ну, я не скажу об уважении, потому что компетентные высказывания всегда ждут. То есть это взвешенное высказывание относительно исторического прошлого и уважительное к своим союзникам, пусть даже бывшим. Оно никогда лишним не будет. Но не мне учить Трампа, как любить Родину. Но я не думаю, что это добавляет ему политического веса. Это так, к слову. Я хочу... Мы понимаем, что сейчас действительно такой момент определенной истины, когда многие вещи проявятся. Для переговоров очень плохой фон, да, когда там Зеленский говорит «бутафорская российская делегация», сразу прилетает ответ от Захаровой, которая там называет его клоуном, и Лавровым, который называет его ничтожным человеком. Ну, это все вот буквально, да, вот такой размен. Фон для переговоров отвратительный. Наверное, попробуют что-то они начать, мне так видится, да. Украина будет говорить «давай обмен пленными и 30 дней перемирия». Россия говорит, давай по сути, вот смотрите, вы парафировали, накладываем вот тот Стамбул на этот Стамбул, получается что-то новое. И этот процесс может там зайти в тупик и ничего не получиться. Мы это тоже понимаем. Но я хочу очень важную вещь сказать, да, потому что мы забываем о фронте. Полетело заявление там от какого-то оперативного тактического управления спикера о том, что, ребята, а летняя кампания уже началась. И продвижение фиксируется каждый день на том же Донбассе, в районе Мирнограда и в других местах. То есть россияне идут вперед на фронте. То есть как бы нет паузы вот этой. Никто не сидит в окопах, не курит и не смотрит там YouTube или там какие-то аналитику и смотрит, что там вообще в Стамбуле, или новости не читает. А там другая реальность, согласен, да. Все воюют. Это раз. О фронте у нас принято забыть, да, в момент таких апогеев геополитических или политических. Но мне другой момент важен. Об украинцах, похоже, забыли. Два момента, которые просто вот выбивают, сбивают с ног. Момент первый. Зеленский предварительно вчера, да, к вот этим всем событиям выдает социологию руками КМИСа, что 74% полностью поддерживают президента Зеленского. Вот так и пишут. И все. Понимаете? А второй момент, это тоже в эти дни появившаяся очень интересная вещь. Это таблица смертности и рождаемости, что за 2024 год в 3 раза больше умерло, чем родилось в Украине. И, конечно, еще одна очень интересная. Замечательное исследование КСЕ, есть такой портал, они провели исследование, и вы знаете, как бы немножко волосы дыбом встают. В общем, к 2100 году население сократится до 15 миллионов человек, это базовый сценарий ООН, базовый. Негативный останется меньше 10 миллионов украинцев. То есть
понятно, 100-й год это далеко, ну это условно 70 лет, так берут в расчеты. То есть мы видим динамику сокращения населения. То есть о людях никто не думает. Они нужны только для процента поддержки. Я, простите, не хочу манипулировать, тем более, что вы в этой теме профессионал, но получается, мы видим исторически очень классную логику. И вообще этих процессов, там удара идеологического, антироссийского, что чем меньше украинцев, тем больший процент поддерживает власть. Классно же. Ну, на протяжении десятилетий, если выстроить эту модель. Так на это и расчет. Так вот в этом может быть и стратегическая задача, и задумка вообще войны, срывов переговоров, непринятия тех или иных условий для того, чтобы мирно жить. Ну, давайте так, я вот себе записал первый, второй, третий вопросы, причем вы уже как бы расшили на несколько подвопросов. По первому, по данным КМИС, да, я эти цифры видел и скажу, что еще раз, меня коллеги спрашивают тут с разных сторон, как оценивать данные социологических исследований. Еще раз повторюсь, мое частное видение этой ситуации, но основанное тоже на опыте. Вот, скажу следующее. А эти опросы актуальны только для части населения. Безусловно, к работе социологов нужно относиться с уважением. Я всегда отношусь, независимо от политической конъюнктуры. Понимаете, работа социолога, она для любого режима актуальна, если режим это понимает политически. Если пытается социология манипулировать, тогда это уже не социология, а профанация. Но вот в данном случае, если эти цифры, на них обратили внимание и здесь, и я так видел там ссылки западных источников, на западные источники, это говорит о том, что его рейтинг несколько стал выше в ареале, где возможно социологические исследования. Заметьте, как я формулирую фразу. После вот этого конфликта в Белом доме. Кроме того, что и противников выборов стало меньше, потому что украинцы захотели затянуть трек, я считаю, что это ситуативный успех Зеленского, я так могу назвать это, если хотите. Потому что тогда был уровень поддержки, по-моему, меньше 70%, сейчас 74%. Ну и та цифра, которую КМИС давал, это тоже, что сторонники выборов, их тоже там больше 55%, по-моему, ну, в смысле противников проведения выборов. Относительно рейтинга, вернее, относительно доверия к Зеленскому. Ну, смотрите, еще раз говорю, вот опросом охвачена меньшая часть населения Украины. Да, это какой-то костяк, это какой-то ареал, который вот составляет эту генеральную совокупность, где проводятся исследования. Это далеко не вся Украина, и далеко не все граждане. Даже в тех же сносках, которые пишут КМИС, что они фиксируют, что очень низкая достижимость результатов. То есть, чтобы получить один полноценный опрос, для этого нужно обратиться к большому количеству людей. Больше закрытых. Причем выборку набрать репрезентативную очень сложно. На чувствительные вопросы отношение к Зеленскому, извините, это чувствительный вопрос сейчас. Вот я вам по телефону звоню и говорю: Александр, скажите мне, пожалуйста, вот вас беспокоит КМИС, да? Вот как вы относитесь к Владимиру Александровичу Зеленскому? На ваш номер телефона, сотовая связь в Киеве. Ваши действия. Вы его, допустим, когда вы симпатик, там вопросов нет. Когда вы нейтрально относитесь к нему, понимаете, это вопрос уже чувствительный. Раньше на Украине не было проблем кого-то ругать, кого-то хвалить. Сейчас это вопрос, особенно с зачисткой Порошенко, других товарищей, то есть, которые так или иначе наезда на Кличко, те, которые, возможно, могут быть участниками возможного возвращения или возможного политического процесса. Поэтому давайте так. Рейтинг – это ситуация такая. Да, они сняли ту информацию с учетом тех реалий, которые есть на сегодняшний день. Вот так вот я скажу. Вот, чтобы было понятно относительно рейтинга Зеленского. Но, с другой стороны, как раз он этим самым демонстрирует свою поддержку. Но чем чаще, я скажу следующее. Я тоже общался с разными экспертами, которые обращаются к социологическим данным. Вы знаете, до момента закрытия USAID практически все, что там IRI финансировали, USAID финансировали практически всю социологию там на Украине, и она уходила в режиме нон-стоп делали. Сейчас не знаю, возможно, какие-то другие есть источники финансирования социологических исследований. Но тем не менее, я вам скажу следующее, Александр. Они понимают, что слишком декларативно говорить об успехах, или о высоком рейтинге, это сразу вызывает вопросы.
То есть почему сразу после разговора возникла ситуация? Все равно есть какая-то временная инерция, то есть относительно большого роста, роста рейтинга. Послушайте, это вещи, они очень такие деликатные, ими нельзя манкировать, то есть сказать уже или еще, быстро вырос или нет, и тут возникает вопрос, а кого вы опросили, сколько вы опросили и так далее. То есть, понимаете, то есть мы приняли во внимание. Мы приняли во внимание эти цифры. Вот, я думаю, вопрос тут недоверия. Еще раз говорю, там, я верю или не верю, я всегда говорю, идите в церковь. Верить там вы можете кому угодно цифрам. Ну, в принципе, если они грамотно собраны, да. Но мы понимаем все ограничения, которые там есть. Тем более, когда говорят, вот мы знаем, тут уходит инсайт, что какая-то закрытая социология. 25-й раз или 105-й повторю, что закрытая социология до того момента, пока она не опубликована. Вопросы, которые выданы в эфиры на гора, как принято говорить в Донбассе, вот, они только уже после каких-то событий. Они все могут не выдаваться. Ни одна компания не выдает все вопросы. Это естественно, это нормально. А вопрос, касающийся там закрытое и открытое, что не разное, но это уже, извините, тогда другая история. Формирующие опросы – это дичь, которая только нанесет вред тому человеку, кто это заказывает. Но это уже как бы аксиома даже для меня. Она даже может иметь ситуативный характер и никакого толку не дает. Теперь дальше, следующий момент. 3 раза больше умерло украинцев, чем родилось в 2024 году. Да, Александр, вы действительно, мы с вами уже эту тему затрагивали. Еще раз скажу, еще с нулевых годов, подчеркиваю, с нулевых годов. Еще есть такая, была книга Роберта Шапира «Прогноз на будущее». Она вышла, по-моему, в 2009 году. Я ее цитировал еще на Украине, когда мы жили, и когда мы вот эти все вопросы там обсуждали с демографами, социологами, относительно даже, собственно, нам важна численность населения, чтобы строить выборку. То есть, вот как бы, чтобы понимать, что за население, с кем мы работаем, и чтобы она была качественная, выборку, которая давала бы нам достоверные результаты. Так вот, тогда еще написано было, что есть 3 страны в мире. Это в начале нулевых годов, которые с отрицательной динамикой, одной из самых больших в мире. Это, по-моему, называлось там Уганда, Украина и еще одна из стран. Вот. Что сейчас происходит, это тогда была не новость, учитывая, что мы вроде бы подъем нулевых годов, несмотря на первый Майдан, несмотря там на политический кризис, экономика, с дна мы поднимались довольно быстро. Ну и тогда шли по какие-то процессы, мы еще пытались жить мирно в собственной стране, даже после первого Майдана. Так вот, тогда уже отрицательная динамика была. Плюс я тогда еще констатировал то, что и констатировали специалисты, что большой миграционный потенциал. То есть это когда задавали вопрос социологи, готовы вы уехать из страны, молодежь там стремилась, потому что открыты были двери, большое количество зарабичан, как было принято, особенно с Западной Украины. А я же работал во всех регионах Украины, приезжал непосредственно на местах. То есть, как бы, наверное, я практически все города большие, все небольшие города, или значительная часть небольших городов, конечно. Вот, мы где-то там были, где-то работали. Так вот, на Западной Украине даже были в селах, где были на фокус-группы, там собирали людей, там были люди старшей возрастной группы, там несложно собрать. А вот люди, которые средняя возрастная группа, мужчины и женщины, это была довольно серьезная проблема собрать, чтобы выборка была. Поэтому эта динамика была отрицательная уже тогда. Сейчас, конечно, это говорит о том, что, во-первых, действительно, те люди, которые уехали, много женщин уехало, много уехало людей, которые, в принципе, свою жизнь уже будут строить на Западе. Опять-таки опросы встречные, которые происходят там в той же Британии, в той же Германии, в той же Польше, большинство людей возвращаться не будут. Это нужно просто понять и принять как реальность. Они уже адаптируются. Если мы с вами, Александр, говорим о событиях, которые как будет развиваться. Слушайте, мы уже 10 лет живем после второго Майдана. 10, уже 11 лет, вернее, понимаете, уже идет 12-й год, когда эта вся история случилась. А мы так рассуждаем, как? Вот вам процесс был, который длительный. -2 сколько лет был. А мы сейчас говорим о ситуации, которая действительно сейчас как бы взбудоражила мнение. Но поэтому я как-то не то что спокойно смотрю, для меня это цепляет. Но с другой стороны, мои эмоции никому не нужны и не будут. То есть мы должны по возможности холодно смотреть на эти Так вещи. если холодно смотреть, понимаете, в том-то и дело. Это вот там финальная часть моего вопроса. Так, стратегически, исторически, так это все идет. Нужно, чтобы Украина стала меньше,
Ну, вы поняли. То есть, да, за власть любили... Вот украинцев меньше, власть любят больше, и, собственно, вот так вот и живем. Ну, и как бы и все. И вот понимаете, и когда мы вот это держим в уме, то вот эти сейчас там эти заявления, сейчас там несется, идет Зеленский, садится в машину, что бы вы сказали Путину? Я сказал, я тут, ну, я здесь. Ну, то есть это все кажется такой мишурой. Украина умирает. Украина умирает, а людям плевать. И поэтому там теряется экспертность из-за вот этих эмоций, вот этого шабаша, который устраивают, вместо того, чтобы отправить делегации и садиться работать. Это тоже большой труд, переговоры. У нас устраивают вот эти вот, да, перформансы, полуовальные кабинеты. По сути, стратегический путь Украины, он заключается в том, чтобы сократиться, сжаться и родить какой-то такой, ну, маленький проект. Ну, знаете, когда сжимаешься, это уже не рождается, это уже то, что остается. Ладно, мы можем играть и баловаться фразами, но скажу больше. Значит, я же демографический вопрос – это то, чем я вот тоже занимаюсь на протяжении многих лет. Еще раз говорю, что деградация славянского мира – это проблема для всех нас. Это вопрос выживания всех нас, по большому счету. И мне задавали вопросы, не только вы в таком ключе, а как же так? Конечно, это нельзя не эмоционально не реагировать. Но еще раз повторюсь, в 50-е годы, когда я делал там исследования, славян в мире было 9,6% от общемирового населения. Вот сейчас, на 25-й год, все переписи, это любой человек может поднять. Сейчас славян в мире находится 245 миллионов человек. Это с учетом того, что я взял во внимание цифры 41 миллиона украинцев. Вы понимаете, я взял с большим допуском сейчас. И получается не так, как пишут там, ну, Википедию мы все равно берем как некий не ориентир, а просто там 300-350 миллионов написано славян сейчас в мире. Другие источники, там более серьезные, тоже пишут примерно этот же показатель, порядка 300 миллионов человек. Сейчас славян в мире, все славянские народы, 245 миллионов человек, с учетом того, что там 3 миллиона в Казахстане русских и так далее, всех славян. Деградация славянского мира, она затронула не только Украину. Болгары, вот, которые были нам всем братушками в какое-то время, при Тодоре при коммунистах, и было порядка 9 миллионов человек. Последняя советская перепись, болгарская, имеется в виду советская. Сейчас болгар в мире на 25-й год, их 5, славян, вернее, население 5,5 миллионов человек, славян, по-моему, 5 миллионов 150, короче, там 4% цыгане, которые считаются ромы, там 8%, по-моему, туркоязычные, ну, которые, в общем, себя не идентифицируют с болгарами, со славянами. Болгар там остается, ну, 5 миллионов человек славянского населения. Сербия, та же самая ситуация. Деградация этноса, там тоже такие же на 20-30% сокращение населения. Украина, та же ситуация была еще в мирное время. Это касается даже относительно благополучных поляков. Там тоже нет устойчивого роста, хотя это моноэтническая страна, в большинстве своем поляки. У них тоже картина не такая лучезарная, хотя относительно терпимая. Ну, может быть, у белорусов тоже такая динамика отрицательная, невысокая. А все остальное, то есть мы все равно сокращается наше ареал распространения. Ну, вот как бы в этом мире. Вот. С другой стороны, практически все славянские страны находятся в перманентном конфликте. Я просто поднял вам планку вашего вопроса, то, о чем я думаю постоянно. Если мы хотим выжить, вы правильно говорите, вопрос любой или какой ценой. Если мы хотим выжить, нам нужно садиться и разговаривать, хотим мы этого или нет, понимаете? Потому что будет политикам неким управлять, неким руководить. Количество подданных – это совсем уже не то, что цинично, это просто такая, знаете, горькая ирония. Если кем вы будете руководить, если у вас не будет подданных? Понимаете? И вот эти прогнозы, которые давали на Украине, их же давали еще с нулевых годов. Их с нулевых годов давали, что отрицательная, стремительная депопуляция населения. У нас еще перед вторым Майданом, перед госпереворотом, у нас уже осталось Харьков, Днепропетровск и Киев, города-миллионники. Даже ни Донецк, ни Одесса уже не стали миллионниками. Население Львова там уменьшилось, это еще в мирное время, 1200 с чем-то. То есть, понимаете, то, что те прогнозы дают, они, собственно, сейчас, вот что-что, а по депопуляции не совпадают с целыми динамикой. Вопрос, сколько мы там можем фантазировать до 2100 года, извините, здесь у нас очень короткий горизонт планирования, Александр.
Но нет у меня такого, как до 100-го года. Я могу фантазировать, но не в нашей реальной жизни, понимаете? Сейчас вот если сколько через год будет, сколько уедет, то давайте я по-другому задам вопрос. Закончится, допустим, будет, как вы говорите, там мир какой-то, перемирие, вернуться в политическую жизнь, откроются границы. Как вы думаете, люди хлынут на Украину или из Украины? Ну, скорее второе. Ну вот и я просто говорю, сейчас вот мы просто простые житейские вещи моделируем. Люди устали, они не могут выехать, там особенно мужчины, не могут выехать, то есть вот вашего возраста, моложе, старше, неважно. Они не могут оттуда выехать физически сейчас. И куда они поедут, семьи там, понимаете, мы же еще даже вот эту демографическую ситуацию, что разделение семей. Это социальный фон, в котором живет большое количество людей. Еще раз говорю, как-то люди... Да, новые коммуникации, новые условия, новая жизнь. Все это может быть. Но мы сейчас говорим, что мы возвращаемся в мир. Вернутся люди? Я не уверен. Потому что в мире возникнет много вопросов. Вот я предвосхищаю следующую мысль, о которой, кстати, украинские источники говорят очень много. А куда денутся 700-800 тысяч вооруженных мужчин, которые прошли боевой опыт сейчас, а которые еще вернулись сейчас? Их же больше на самом деле, да? Всегда показывает практика Европы послевоенной, после Второй мировой войны. Мы просто берем как фон, как тему, а не аналогию и сравнение. Всегда рост преступности, потому что возвращаются люди, и этот процесс нужно как-то взять под контроль. А будет очень много недовольных, потому что результаты об этом говорят, что кого удовлетворит мир, кого не удовлетворит. Мы же с вами уже эту тему не поднимали, но просто это следующий вопрос. И он выходит опять-таки на процессы. То, что связано с той же жизнью, возвращением в мирную жизнь, или той же решением демографической задачи, или той же миграционный вопрос, да? Вернулись люди, если тут у тебя нездоровый фон, куда ты будешь деваться? Ты уедешь из страны. Это опять-таки демографическая ситуация, которая будет меняться не позитивно. Здесь нет солидарности в стране, нет солидарности национальной. То есть построенная страна на как антирусский, антироссийский проект, я об этом хочу сказать, вот это стержень сейчас, который держит эту политическую систему. Мир пока другого ничего не придумал. Не я это придумал, просто об этом говорят, что если его демонтировать или трансформировать, что дальше будет? Что будет дальше? Я задаю простые вопросы. Об этом говорят на Украине многие и люди, которые лояльны, кстати, этому режиму. Что будет дальше, если мы входим в мирный процесс? Здесь, вот тогда вы себе задаете вопрос, а как будут жить люди? Какое будущее? Какая будет идея? В чем строится национальная солидарность? Если до второго Майдана большинство людей, вот я вам уже когда-то говорил, то и на Украине, что для меня национальная идея была тогда, чтобы мы научились в конце концов жить вместе. Решили какие-то три дядьки в 91 году разделить страну, не спросив еще 12 других республик, а какие вы хотели последствия после этого получить. Да, пытались жить в этих условиях, люди пытались выстраивать жизнь как-то уже автономно относительно. И Украина еще подчеркивает долго, вот видите, я подбираю слово, чтобы как-то находить вот тот конструктивный какой-то зерна конструктивного разговора, чтобы посмотреть в будущее. Научиться жить вместе, это тоже была национальная идея, потому что гордились на Украине еще в нулевые годы. Разные были политические силы. Что у нас не было того, что не было в Средней Азии, в Приднестровье или на Кавказе. Было такое? Было. Вопрос задачи спрашивается. Если из этого ушли и люди приняли новую реальность, извините, на Майдан тоже кто-то выходил? Да. Ведь после каждого Майдана, не забывайте, Александр, это не то, что сторонников, противников, просто вопросы, которые, тут нет пропаганды, всегда человек задает сам себе вопросы. Вот после первого Майдана, помню, было пятилетие, еще там тоже КМИС, там все было большое заседание, несколько социологических компаний дали в результате исследования отношения к Майдану. И там был вопрос один. Доверяете ли вы, как вы считаете, Майдана цели были достигнуты или были они в интересах политического руководства? Так вот тогда было разочарование страшное первым Майданом, через 5 лет. А это же был еще такой относительный плюрализм. Понимаете, это же еще был Ющенко у власти. Это еще как-то решалось, и тем не менее вот этот пессимизм, такое недоверие, неприятие было, это разочарование. Второй Майдан, приведу пример, еще перед событиями 22 февраля, имеется в виду 2014 года. Опросы же делали не только мои, КМИС там в динамике, посмотрите. У них там данные есть, динамики отношения к Майдану. У них по-другому немножко стоит, но суть не меняется. Больше было противников Майдана, чем сторонников на тот момент.
Понимаете, просто чтобы не забывали, что страна была и причем по юго-востоку, и центру, и западу она была поделена. Это та реальность, с которой мы стартанули и ушли вот в этот государственный переворот. По-другому никак не назовать. Его можно называть революцией. Но потом, кстати, было опять и откаты от этого, потому что опять было разочарование вторым Майданом. Понимаете, сейчас как бы вопрос не в том, чтобы кого-то там обидеть или кого-то там сказать. Сейчас по-другому смотреть. Вот был результат. Ни одно действие политическое не осталось без последствий. Можно ругать там одну, другую сторону. Мы констатируем ситуацию. Была ситуация относительно мирная. Было такое отношение к событиям. Случилось, стали жить в другой реальности. И вот этот конфликт, он же помимо всего прочего, да, сейчас там будет, допустим, вот вы говорите, заходим мы в мирный процесс. Допустим, зайдут. А вот этот конфликт внутри, между теми, кто, вот вы же поднимали на одном из эфиров тему относительно, кто там ТЦКшники, а кого они набирают в армию. Это не конфликт. Это же конфликт, который затронул очень много, и эти люди живут по соседству, и им нужно в случае возвращения к мирной жизни как-то потом жить и договариваться, потому что там же на местах люди, учитывая, что и поредело население очень сильно, и ожесточение очень высокое, очень большое ожесточение. Вот, Александр, мы вопросы ставим. И третий уже там момент, что 10-15 миллионов человек, просто уже коротко скажу, мы можем моделировать как угодно. Пока к этому Украина стремится, и, возможно, эти цифры будут достигнуты раньше, если те, кто пытается так говорить и такие прогнозы строить. Вопрос заключается в каких границах. Потому что сейчас вот то и конфликтная ситуация с венграми, давайте так, и румыны еще свое слово не сказали. Мы сейчас даже видите, я сейчас, все равно нам как-то разговаривать надо, садиться, разговаривать. Вы правильно говорите, что с такими посылами, что, условно говоря, что там бутафорская делегация, какой вы хотите ответ получить? Эрдоган не поможет в этой ситуации. У Эрдогана есть свой интерес. И Эрдоган точно, искать каких-то моральных у него свои сугубо в интересах своей страны задачи стоят. И мы в данном случае не являемся им ни друзьями, ни родственниками, кстати, ни России, ни Украины. Пора понять и избавиться от этой иллюзии. Он решает свои политические задачи за счет нашего с вами конфликта. Я добавлю, в условиях, когда его население растет и достаточно быстро. Безусловно. За последние вот эти периоды, если мы отсылая к тому, с чего начали по поводу демографии и всего остального, это прям очень важный момент. Поэтому тут нельзя сбрасывать это со счетов, если мы пытаемся анализировать, а не тут просто обменяться мнениями, эмоциями, лозунгами и какими-то там... Не, они никому не нужны, но и неинтересно людям будут. А посчитать, прикинуть, да, вы правы. Поэтому для американцев, еще раз говорю, это иллюзия такое, что кто-то ваши друзья. Понимаете, в данном случае у них психология другая. Вот слушайте, вот даже при всех раскладах, я не потому, что это плохо или хорошо, но так сложилась ситуация. С равными только разговаривать с сильными. Когда ты потерял свою землю, когда ты подписал соглашение о ресурсах, о которых не знает твое население, послушайте, о чем вы можете разговаривать с людьми? То есть до сих пор эти секретные протоколы, я иронизирую, да? Что говорили, ни одно решение политическое, ни одна власть до этого эти задачи не решала таким образом. Еще раз говорю, это тоже мина замедленного действия, потому что я думаю, что не всех в бизнесе украинском, то есть, понимаете, даже те, которые сейчас лояльны к власти, то есть, которые не всех устраивает то, что происходит. Потому что, по большому счету, если будет понятно, кто там по ресурсам, а еще есть инфраструктура портовая, железнодорожная там, там же еще есть вопросы. С землей понятно. Говорили, что без референдума это всегда была чувствительная тема. Ни один режим политический до 2014 года не мог это решать. Этот процесс пошел вот с 2014 по 2019 год, по земле решали. Сейчас по ресурсам. И вопрос легитимности, нелегитимности власти, он, по-моему, будет вторичным, Александр. Потому что вы зададите вопрос следующий, потому что в каких границах эта история будет. И кто будет заниматься. И я считаю, что как бы там ни было, что прямой диалог всегда лучше, потому что в данном случае, когда посредники, они решают свои задачи. Это мое глубокое убеждение. Я об этом говорил до Майдана, во время Майдана и после Майдана. Суть от этого не меняется. Если мы можем какие-то... Все равно получилось, что с посредниками. И сейчас так я еще раз говорю, если ты хочешь решать вопросы, то ты решай напрямую.
Если ты не хочешь решать вопросы, за тебя их будут решать другие. Ну, слушайте, это не я придумал. Ну, просто, видимо, ту реальность, вы спрашиваете об украинцах. Их кто-то и беспокоит, их судьба. Их, ну да, можно сказать. Но когда меняется у тебя, скажем, мнение относительно, даже не мнение, а высказывание, потому что базовое мнение какое, что вы думаете, что у Трампа, что у его предшественника, он говорит, что он был там не очень хороший человек, что он не решал Байден каких-то вопросов. То есть это было не при мне. Извините, система американская, она была при Байдене и при Трампе. И у Трампа стоит базовая задача, не Украина, снова сделать Америку великой. Вернуть ресурсы, потраченные на конфликт на Украине, противостояние с Китаем, сохранить роль доллара, технологическое преимущество и превосходство. Все, вот эти задачи, которые, они же в открытом доступе. Там Украины в списке нет. Украина инструмент. Вот и все. Ну, знаете, пока вот мы тут говорили, в принципе, подтверждает наше видение. Ну, все. Переговоры там закончились, да? Нет. Вышел Песков, говорит, у Путина не запланирован визит в Стамбул в ближайшие дни. Никакой подготовки встреч двух президентов на ближайшие дни не ведется. Это по поводу встречи с Трампом. А вопрос в предметном плане не обсуждался. И тем временем, вот сейчас, да, что россияне, Мединский и его делегация, ну, он глава делегации, ждут украинцев. Все. То есть, Да. понимаете, в чем дело? Вот середина дня, немножко позже зрители это увидят, вот мы с вами беседуем, попытались действительно дать, ну, глубже копнуть вот эту всю суть происходящего. И вот мы остаемся, ну, как вот эта бабка и разбитая корыто. То есть, сколько было словесов, сколько было вот этих ультиматумов. Эти европейцы вот это прыгали со своими ультиматумами. Мы санкции введем, мы еще там что-то сделаем. И вот мы сейчас приходим к тому, что Зеленский встретился с Эрдоганом, русские ждут, ну, да, украинцев в Стамбуле. Путин никуда не едет, Трамп, ясное дело, тоже никуда не едет. Все. То есть, вот и весь выхлоп. И дальше, ну, это то, что мы с вами обсудили, это начнется переговорный процесс, не начнется, а есть ли в нем смысл? Вот сейчас. По фронту наступления российских войск. Вот вам и 15 мая, понимаете? Вот день X, день Ч и все остальное. Но мы с вами-то так не думали, что это день X и день Ч. Но для меня это было очевидно, что это не будет. Но это очевидно по логике. Кстати, там еще есть одна затравка, Александр, что завтра может быть день сюрпризов, 16 мая, это пятница. Правильно ведь? Потому что может быть там, понимаете, может быть, если что, то есть по-прежнему даже вот этот процесс держится в подвешенном состоянии. Давайте логику. Это ж, мы же не знаем тайны Мадридского двора, что они там, вожди между собой там договариваются. Но они же спускают нам информацию, которую мы обсуждаем, а люди нас слушают и тоже размышляют. Они не только нас слушают, и не только нас читают, ну, условно говоря, читают. Вот у каждого есть свои источники. И человек, который хочет понять, он же как-то пытается анализировать ситуацию. То есть это опять замануха, которая будет как бы поддерживать этот режим ожидания. Вот мы с вами говорим, да, это может быть даже, кстати, Александр, интересно. Наш разговор все равно пойдет после того, как уже произойдут некие события. Мы с тобой на самом деле с вами работаем в режиме реального времени. Но с небольшой временной оттяжкой в действиях вот политических руководителей, в данном случае последствия диалога Зеленского и Эрдогана. Ну, поживем, увидим. Поставьте, пожалуйста, лайк, напишите, что думаете в комментариях. Евгений Эдуардович, я тогда вот так, чтобы финализировать нашу сегодняшнюю встречу, хочу завершить вот так. Я считаю, это правильно. Я отношусь к этой информации серьезно. Есть люди, которые относятся несерьезно. Потому что, ну, не характерно. То есть те, кто хоть раз, там, хоть какой-то период времени там, читал, например, Дубинского, да, они понимают, что написано, ну, в стилистике, что не в стилистике, что выдано как информация. Поэтому вот выдана информация фактически о начале предвыборной кампании Зеленского. Ну, то есть, понятно, всем заткнули рты, всех убрали, запустили тему а-ля «Мы победили Путина», или там, в общем, выстояли против русских, да, и отстроим, там, Зеленский президент, там, перспективы и так далее, и так далее, и так далее.
Что вы думаете? Там целый блок, целый там расписанный ролик, кто за что отвечает. Достаточно серьезный массив. Не знаю, попадалось вам или нет, но выглядит как некий план. Время, получается, не просто строить, а утверждать такие планы. Александр, вот знаете, вот часто меня критикуют за вот видение, ну, с разных сторон, скажем так. Ну, допустим, по переговорам. Я считаю, что планы, они хороши, когда они как-то, когда ложатся на вполне понятную почву. На мой взгляд, это полнейшая импровизация, попытка как бы создать информационный шум. Вот я еще раз говорю, разговоры о выборах для меня были больше фоном для того, чтобы решить вопрос по редкоземельным металлам. Вот я вам так скажу, совсем грубо, да? С другой стороны, вопрос о выборах стоял только с той точки зрения для того, чтобы зачистить политическое пространство и сказать, что общественное мнение сейчас, как показывают результаты КМИСа, на которые вы ссылались, там один из вопросов, что против выборов в военное время до наступления мира. То есть вот вам, пожалуйста. Теперь вы говорите план. Я не знаю, я с уважением отношусь к мнениям людей, которые там что-то понимают, что-то думают. Но у нас, в конце концов, есть и дискуссия, я задаю себе вопрос. В нынешних условиях это невозможно. То есть если выборы, подчеркиваю, я очень четко делаю, это не оговорка, это принципиальная позиция, что если выборы не носят имитационный характер. Мне в задаче спрашивается, кроме Зеленского сейчас, ему выборы нужны? Ему нужно вернуться в политический процесс, правильно ведь? Да. Это что должен? Мир, перемирие, то есть как бы, да, можно и поломать общественное мнение в очередной раз. Никто людей, хотя их настроил тот же Зеленский, это его креатура сейчас. Его люди, которые поддерживают, по данным опроса КМИСа, что выборы не должны быть. Послушайте, это как бы противоречие. С другой стороны, я задаю вопрос, а те люди, которые там, олигархат украинский, который остался, те политические партии, которые, в принципе, действуют, ну как, они не действуют, сейчас политической жизни там нет. Как они будут возвращаться на неравных условиях в политический процесс? Я как не хотят. говорю сейчас ни о России, Как ни о том. Я хотят. говорю просто... А? Как хотят, Евгений. Нет, как хотят, не получится. То есть им тоже, потому что получается, нужно... выборы невыгодны. Да. Потому что в данном случае, при таком раскладе, как вы сказали, как идет зачистка, я просто логику вашу рефлексирую на нее. Я хочу сказать, Александр, а как вы будете проводить выборы, что вы спарринг-партнер слабый в этой истории? Просто по логике. Ну, найдем как... Подождите. Задача же не показать красоту игры или честность, или конкурентность, а задача переизбраться. Ага. А вопрос честности, конкурентности имеет значение, легитимность в данном случае сомнительная? Еще раз говорю, если мне говорят, что смотрите, это молдавский и румынский вариант... Смотрите, я почему с вами вступаю в эту дискуссию? Это хорошо. Потому это что вы как бы с академических позиций, допустим, да... С прикладных, Александр, я полевик, я не академик, послушайте, я в поле работаю. Хорошо, как бы прикладных и академических, хорошо. Но целеполагание другое. Вы просто берете эту оптику, а я беру оптику абсолютно справедливую. То есть состояние, вот, допустим, мы не знаем, сорвался Стамбул или затянулся Стамбул. Оно в любом случае или срыв полный, или затягивание. Два варианта у нас сейчас, да, по состоянию на этот момент. То есть никто на какие уступки не будет идти, даже если делегации сядут и поговорят, и будут встречаться раз, два, три, четыре, пять. И сейчас ситуация у Зеленского. То ли он с вот этой легитимностью просроченной, которая есть сейчас, это плохо. Это плохо. И в процессе затягивания в политическом Стамбула или срыва его вовсе, к этому все равно придут и вернутся, и спросят у него. Это плохая ситуация. Или неконкурентные выборы для проформы, как вы говорите, имитация, они прошли, и хорошо. Или вот такой плохой. То есть негатив один тяжелее негатива другого. И мы к этому приходим во временном отрезке. И поэтому появляются вот эти планы, чтобы Зеленского быстренько, красивенько, губы навели, переизбрали, все. Понимаете? Не понимаю. Потому что здесь в этом политическом процессе есть инвесторы. Самое главное – гарантии. Гарантии, что если он переизберется и будет у себя сидеть в своем
трончике, может быть, под давлением внешних факторов война там и закончится, но он будет сидеть. Его никто не тронет. Потому что если он уйдет, на золотом парашюте улетит, к нему сразу придут те же олигархи, обиженные, там, русские, нерусские, там, американские, не знаю, и будут проблемы. Поэтому власть ему сейчас жизненно необходима. Вот эта вот инъекция выборов. Пускай даже... Вы имеете в виду либо в ЗАГС, либо к прокурору? Ну, и понимаете, и вот в этом я понимаю, что выборы невозможны, ну, по объективным причинам. Но у нас нет объективных причин в Украине. Все сводится к диктату группы людей и Зеленского лично. Как вам объяснить? Я не то, что против «за». Я просто говорю, я сейчас просто пытаюсь даже смотреть со стороны. Вот мне там люди улыбаются, говорят: Евгений, послушайте, вы как бы человек, которому было бы интересно там в компании, ну, говорю, не то, что интересно, нет. Я ставлю, просто я приземляюсь тоже на землю. Вот вы инвестор, Александр. Вот у вас есть политический процесс, вы возвращаетесь в мирное русло. Вы тратите миллионы, десятки миллионов долларов на президентскую кампанию. Задача спрашивается, оно вам надо, если вы четко знаете, что это правило не ваше? Вопрос, вы думаете, теперь вопрос, вы сказали фразу, я просто технический момент беру. Вот собрались люди, наступило перемирие, вы хотите какие-то для себя возможности вложения этих денег, опять там пишут, что какие-то олигархи, бизнесмены вкладывают в несколько политических проектов, заметьте, я деликатно никого не называю. Там пишут про разных людей. Есть политики с амбициями, которые мы упоминали с вами, там Кличко, Порошенко, но в силу давления Зеленского, потому что Кличко имеет вес в Киеве, Порошенко имеет некий вес в регионах страны. То есть, во всяком случае, это один из немногих людей, который понимает, как строится избирательная кампания на территории страны. Таких специалистов, скажем, не так много на Украине сейчас, откровенно говоря. Теперь возникает вопрос. А внешний фактор имеет значение? Вот здесь базовый вопрос. Еще раз говорю, если вы хотите в речи подкрасить губы, как там сказать, навести глянца и провести выборы, это вы можете не задавать вопрос. Это будет без меня и все. Общество украинское принимает, все. Вопрос легитимации остается. Но я думаю, что там останется больше вопросов. Вопрос — это трансформация системы или нет? Вопрос негатива, сколько я просто опять со стороны смотрю, сколько негатива на Западе в отношении Зеленского. Высказывания того же Венса, того же Трампа, того же Грэма, тех же британцев, тех же, господи, называйте их десятками, тех же поляков. Вопрос заключается, так союзниками себя не ведут. Хотя, в принципе, память политическая сейчас, очень короткая политическая память, согласен. Сегодня ты его, условно говоря, последними словами кроешь, а завтра ты его друг. Вопросов нет. Это в жизни, мне это непонятно, но это, наверное, часть реальности. Но, Александр, речь же идет о другом. Это идет сохранение проекта от Украины, в каком виде он есть, правильно? Либо его демонтаж, как они смотрят, это же на Западе говорят, как мы видим, какой мы видим процесс на Украине. Если мирные переговоры, это значит на условиях тех же стамбульских парафированных договоренностей, которые не были, это Украина нейтральная страна с нейтральным статусом, а это уже не может быть политическая система, которая выстроена подобным образом. Я вот о чем хочу сказать. Для того же Запада, который является инвестором этого, соинвестором этого проекта, это не значит, что нет какой-то, еще раз говорю, на Украине сейчас есть больше вопросов, чем ответов. Как поведет себя Запад? По данным тех же социологических компаний, которые там еще, до военных там еще говорили, когда вопрос, Украина находится там под внешним управлением или там формулировки были помягче, там зависит от Запада, то почти 2/3 граждан Украины говорили о том, что Украина сильно зависит от Запада. То есть, если Запад, мы это понимаем и принимаем, да, и вопрос, мы же возвращаемся еще к базовому вопросу, который вскрыл Трамп. Оказывается, вся деятельность USAID была направлена на то, чтобы поддерживать и формировать этот режим. И я задаю, это простая логика в этой случае. Если они от этого отказались, если они отказались от того, чтобы создавать, менять режимы, там, сделать перевороты, там, цветные революции, все, и показали, что та же Нуланд, те же Байден, они принесли вреда много Украине, потому что они говорили о том, что они виноваты в этих процессах. И Трамп бы сказал, что при мне такого не было. Это их разборки в политической кухне. Но раз они отказываются от такого подхода, либо это тогда действительно уловка, но тем не менее USAID закрыли. Деньги, которые тратил USAID на что? На тысячи людей, десятки тысяч людей, живущих на Украине, на поддержание Украины в таком режиме,
проекта, который милитаризированного, давайте там уйдем даже в сторону от каких-то других коннотаций, это милитаризированный авторитарный проект. Правильно или нет? Если вы возвращаетесь в эту, ну вообще, заметьте, мы даже абстрагировались от всей этой кухни. Если там идут действия, если деньги, которые идут на процессы политические, в том числе на поддержку, пусть это даже у кредит. Но тогда на что вы будете? Сохранять этот проект? Я задаю вопрос. Заметьте, как я, с какой стороны я подошел. Тут вообще мы абстрагировались там от... вот есть базовые инвесторы, там, американцы, европейцы. Они отказываются от каких-то опций. Значит, что-то они попросят взамен, какое вы хотите устройство. Если это будет не милитаризированная страна, если это согласно Стамбульским договоренностям, это нейтральная страна, значит, это другой режим управления. Я разве что-то путаю или нет? Либо тогда этого не будет и сохранится этот проект и переход. Вот тогда вы абсолютно правы. Тогда наш весь разговор, ну, в принципе, на подумать, но тогда это будет, вы, как вашу логику, я тоже понимаю, Александр. У нас же дискуссия людей, которые как бы, ну, живут в этом процессе, ну, как понимают, как пытаются понять что-то там. Далеко не все, я не претендую на это. Но тогда, если вы говорите, если так сохранится, тогда действительно, как вы сказали, подмазали, подкрасили, провели выборы, и всех это устроило. Но с Зеленским и так сейчас приезжали 4 президента. Они ему демонстрировали легитимность, да. С Эрдоганом Зеленский общается, там, его там называют как угодно, там даже в Турции там, к нему относятся. Но тем не менее с ним же разговаривают как с легитимным человеком. Смотрите, тут же какая история? Все, я закончил спич. Да, смотрите, тут какая история? Тут же история тоже и в этой сделке Зеленского. Это сделка Зеленского. Придет другой человек, и он вдруг решит пересмотреть, а что это вообще за инвестиционный фонд или еще что-то. Или при другом человеке не будет запускать этот процесс, да, ну или как-то будет тормозить, ставить палки в колеса, если решат поменять систему. Поэтому, опять-таки, вот вы правы, потому что я там, ну, видите, мы с вами не обсуждали эту сделку, но вы ее сами вспомнили, как, а это маркер того, какой будет проект, то, о чем сказали вы. Вы правы, да. И это тоже как бы играет в плюс вот этой версии о том, что губы наведут, что-то изменят, переформатируют, чтобы Россию сильно не раздражать и будут заниматься. И это может быть Зеленский. Не потому, что я этого хочу. Я тоже не против, не за. Я говорю, так, может быть и так, я вообще этого не хочу. Зеленский санкции вводит направо и налево. Ну, вообще, это, ну, как бы это человек, который просто... Это беда Украины. И это мое личное мнение. Но он будет, потому что другой, любой другой, да, он зайдет и скажет, ребята, американцы, а давайте как-то вот, да, вот там, он вообще непонятно в какой период это подписывал. А давайте как-то немножко переиначим что-то. И это не НАТО, это не для этого делалось. А условно Зеленский, победивший Путина, и который будет отстраивать Украину, большая стройка 2, понимаете, под совершенно другим идеологическим соусом, выгодным на тот период времени Соединенным Штатам Америки, вот это и может быть вот этим выходом, да, для вот этой сложившейся ситуации. Но тогда непонятно, зачем вот этот весь цирк в Стамбуле. Встретились бы делегации, договорились бы. Более того, это ведь тоже показательный момент. Как то, с чего начинали, тем и заканчиваем. Трамп и Путин, ну, получается, если не будет дня сюрпризов или там ночи сюрпризов... Да, у нас остается пятница на сюрприз, да. То есть, если не будет вот этого сюрприза, то получается Трамп и Путин... А какая была бы картинка? Трамп, Путин, Зеленский втроем. Раз и приняли. Ну, кто-то скажет капитуляцию Украины, кто-то скажет там остановку войны, кто-то вот это вот разделили мир в этой зоне европейской. Нет этой картинки, понимаете? Ее не будет, Александр. Ее не будет. Пока условия для этого не созданы. Если американцы, как сомодераторы процесса, подчеркиваю еще, как люди, которые влияют, очень серьезно могут влиять на эти процессы, не действуют таким образом, значит, им это... Слушайте, специалисты, я понимаю, что там мы иногда там, знаете, кого-то демонизируем, кого-то наоборот там даем ему какие-то невероятные качества. Иногда просто, наверное, нежелание чего-то делать, какая-то инерция, борьба внутренняя Соединенных Штатов. Мне кажется, что Трамп где-то заложник не столько украинской ситуации, сколько своих внутренних проблем. Извините, вот его действия, я же не зря сказал о Канаде.
уровень доверия. Не зря сказал о том, что да, кстати, социология в Соединенных Штатах тоже не в пользу Трампа. Давайте так. Да, его по уровень поддержки по некоторым направлениям есть. Но ему нужно и это думать. Пока демократы сидят тихо по той простой причине, что есть какие машины Эпштейна, я так называю. Потому что когда-то там промелькнула такая информация интересная, что в ФБР прислали там грузовик, когда там выступление, во всяком случае, никто ни из оппонентов, там ни Клинтон, ни... Ну, о Буше, в смысле, о Буше, о Байдене говорят, но те из знаковых пока что-то не очень много говорят. И еще раз говорю, это не значит, что у Трампа там нет проблем, связанных с его легитимностью. Проблемы с Маском, проблемы там еще там в военных ведомствах. Еще раз говорю, у многих вещей, наверное, просто, там, наверное, более тонкая специфика Соединенных Штатов. Они живут в своем соусе. Это они влияют на мир, это они экстраверты. Понимаете, в этой истории? А здесь как бы ситуация вроде как интроверты внутри. Но опять-таки мы смотрим на этот мир, как это будет выглядеть и кто будет влиять на это. Для Соединенных Штатов, я думаю, что если бы они очень хотели, они бы решили очень многие вопросы. Это мое убеждение. Еще раз говорю, я их не идеализирую. То есть, когда Нуланд сказала, для меня это вещь важная, что премьером будет один человек, мэром города будет другой человек, что изменилось-то? Еще раз говорю, да, поменялась ситуация там на фронте, есть некий фактор внутренней легитимности и так далее. Да. Это вот у нас же там мероприятий куча, встреча с послом, Дни Европы, вот эти блогеры провластные. Послом это временная поверенная, которая, да, Дэвис, а она там уже фотографируется и с Гончаренко, и с другими, там Лачен пришел, там, в общем, да, то есть, колея вот это же. То есть в этом отношении я вот с вами здесь соглашусь, потому что все равно вот это вот на цирлах носятся перед смотрящими, которых отправили из Европы, из Америки. Но заметьте, не я это так называю, я очень уважительно отношусь к той стороне. Вот, Александр, понимаете, вопрос, знаете, отношения к этим людям, это прежде всего строится через отношение к себе. Если мы поломали кодекс отношений внутри украинского общества, после 2014 года, начиная с унижением людей, которые только к внешним игрокам, вот там так внешние будут относиться. То есть у нас там все не шоколадно было. Но в конце концов попытка понять и принять друг друга была. Сейчас она разрушена. И вот отношение к нам ее не вернешь. Нет, уже все. Да. Уже, знаете, уже мосты сожжены, уже не будет. Так уже не будет. Оно будет по-другому просто. Будет по-другому и в другой истории. Да. Будет по-другому. Евгений Копычко был моим собеседником сегодня. Я благодарен вам за время и мысли. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Пожалуйста, напишите в комментариях, достаточно такой, несмотря на то, что вроде бы как, да, все несется, но очень глубокий разговор получился. Напишите, что думаете. Правда, интересно будет почитать ваши комментарии. Берегите себя и друг друга. До скорого.